Друзья, приветствую всех. Это «Система». Продолжаем разбирать наиболее важные события и тенденции. Сегодня хочу вместе с вами проанализировать и понять, что происходит в отношениях Украины и ее главного союзника Соединенных Штатов. Одна за другой в западной прессе появляются статьи о трещинах, которые якобы начало давать единство двух стран. Стоит ли доверять этой информации и насколько в действительности крепок союз Киева и Вашингтона? Давайте вместе разберемся. Пишите ваши комментарии, но и не забудьте поддержать систему. Это ваш вклад в единый информационный фронт против агрессора. В последние несколько недель меня очень настораживают публикации американских изданий. Понимаю прекрасно, что они появляются не случайно, и рассматривать их точно нужно не по отдельности, а вместе, получается очень негативный тренд. Сначала состоялся информационный залп на тему «Украинцы взорвали северные потоки», ну или проспонсировали. Теперь же американские журналисты говорят о закулисных разногласиях между Киевом и Вашингтоном относительно войны и того, как она должна продолжаться и завершиться. Но что еще хуже, о бесперспективности украинского контрнаступления. Такие материалы, как и в случае с северными потоками, почти синхронно опубликовали сразу несколько авторитетных изданий. В частности, «Политика», говоря о точках напряжения между Белым домом и Банковой, назвала и уже упомянутую историю о северных потоках, но и слишком частой, по мнению Вашингтона, просьбы Зеленского о военной помощи, но и отказ США предоставить Украине дальнобойные ракеты «Атакамс». Также администрация Байдена якобы считает нереалістичними плани Києва освободить окупований Крим. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом, його звільненням. Ну а изнурительную оборону Бахмута в Пентагоне и вовсе рассматривают как ошибку, которая ставит под угрозу будущее контрнаступление Украины. Конечно, я не хочу унижать ту огромную работу, которую украинские солдаты и лидеры приложили для защиты Бахмута, но я считаю, что это больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное значение. Но еще дальше зашло близкое к демпартии издание «Вашингтон-Пост». Оно и вовсе засомневалось, а будет ли это самое контрнаступление. Мол, украинская армия понесла тяжелые потери от войны, уровень подготовки новобранцев низкий, но количество переданных Западом танков символическое. Неудивительно, что в Киеве на такие материалы отреагировали довольно-таки резко. Вот что в частности сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Ми дуже уважно слухали ці газети і читали їх перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам тут розповідали, що буде халепа, що у нас не буде спроможності тримати. Вони нас записували вже в ситуацію країни, яка програє, заздалегідь. Ми дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію на території нашої країни завдяки надання такої інформації, яка не відповідає дійсності, знаєте, це не зовсім така приємна річ. Западные издания ссылаются на неназванных высоких чиновников из администрации Байдена. Ну и все это выглядит очень странно. Если вы действительно не верите в украинскую победу, тогда зачем было собирать 10 Рамштайнов, предоставлять многомиллиардные пакеты помощи, оружия, ну и организовывать очень показательный визит Байдена в Киев в годовщину начала войны? Ведь, по сути, эта неанонсированная поездка стала крупной ставкой американского президента во внешнеполитической игре, на кону которой престиж США, претендующих на статус единственной в мире сверхдержавы. Когда Путин начал вторжение год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет нас пережить, но он глубоко ошибался. Киев стоит, и Украина стоит, демократия стоит, американцы стоят с вами, и мир стоит с вами. Одна из версий, что все эти публикации и сливы – результат внутренней борьбы в Белом доме, где до сих пор не могут сформулировать, какая конечная цель США в этой войне. Зеленский цель Украины сформулировал давно и четко – выход на границы 1991 года и вступление Украины в НАТО для предотвращения реваншистских попыток Москвы развязать еще одну бойню в Европе. Ну а что же президент Байден? Приведу вам цитату экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона из его недавней колонки Wall Street Journal. Байден хочет, чтобы Россия проиграла, но, похоже, боится, что Украина на самом деле победит.
По-моему, четче и не скажешь. Напомню, что во время визита Зеленского в Вашингтон, его первой поездки за границу с начала войны, украинский лидер как минимум 10 раз заявил о намерении Киева добиться однозначной победы в этой войне. Для мене, як для президента, справедливий мир – це що? Ніяких компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету. Це найголовніше. Відшкодування всіх тих збитків, які завдала російська агресія. В то же время Байден ни разу не заявил чего-то подобного, но и старался подбирать как можно более мягкие формулировки. Я хочу, чтобы украинский народ знал, американский народ будет рядом с вами на этом пути. Столько, сколько нужно. И вместе, я не сомневаюсь, мы сохраним пламя свободы. И свет победит тьму. Вот в этих витиеватых конструкциях и заключается основная проблема, которая на глазах превращается в серьезную угрозу. Если Байден действительно верит в официальную позицию США, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, ему следует об этом сказать публично и разработать план, как достичь этой цели. Если же нет, и американский лидер считает, что Крымом или Донбассом можно пожертвовать, как перед началом войны, помните его фраза или оговорка про незначительное вторжение, то об этом тоже надо сказать прямо. А так у американских изоляционистов, количество которых особенно велико в республиканской партии, и что еще хуже, у американских избирателей возникает ощущение, что российско-украинская война будет идти годами, и США не имеют в ней никакой стратегической цели. А тут еще Путин пугает ядерными испытаниями, наращиванием ядерного потенциала, ну и русский избивает американский дрон в нейтральных водах, напоминая о возможности прямого конфликта между странами с двумя самыми большими в мире ядерными арсеналами. Сам Зеленский – это очень темная сила. Если понаблюдать за ним, то это очевидно. Безошибочно. Кто может этого не увидеть? Именно поэтому Джо Байдена притягивает к нему. Байден прибыл в Киев, чтобы пропагандировать еще одну мировую войну. Персонаж, цитату которого вы только что слышали, это обозреватель Fox News Такер Карлсон, один из самых популярных телеведущих в Америке. Его обожают как ярые трамписты, так и российские пропагандисты. Так вот, этот Карлсон недавно направил такой себе опросник вероятным кандидатам в президенты США от республиканской партии, чтобы узнать их позицию относительно Украины. Ну и самый популярный претендент на эту номинацию по состоянию на сегодня, губернатор Флориды Рон Десантис, ответил, цитирую: «Территориальный спор между Украиной и Россией не является национальным стратегическим интересом США». Конец цитаты. Ну и при этом добавил, что о поставках Киеву самолетов F-16 или ракет большой дальности и речи не может быть. Целью США должен быть мир, поэтому нужно перестать обсуждать истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса. Эти шаги чреваты непосредственным втягиванием США в конфликт, втягиванием нас в горячую войну между двумя крупнейшими ядерными державами. Этот риск неприемлем. Сенаторы-республиканцы просто оторопели от такого заявления. Ведь даже Трамп на вопросы Карлсона ответил куда более расплывчатей, оставляя место для маневра в случае возвращения в Белый дом в 2024 году. Буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, я позвоню Путину и Зеленскому. Я скажу им, что нужно встретиться, и гарантирую, что смогу решить этот вопрос. Мы заключим сделку в течение 24 часов. Заявления Десантиса появились не на ровном месте. Это именно те страхи, которые терзают Байдена и некоторых членов его команды с начала полномасштабного вторжения. То они боялись ядерного удара России. Теперь говорят о рисках ее развала и расползании ядерного арсенала. Необоснованные страхи рождают нерешительность. Но нерешительность затягивает войну, опустошает американский бюджет и забирает жизни украинцев. Вот что говорит об этом известный американский дипломат, экс-посол США в Украине Джон Хербст. Подход администрации Байдена – отказывать Киеву в том или ином вооружении один, второй, третий раз, а на четвертый или пятый ответить «да». Если бы мы были мужественными, а не робкими, и посылали Украине все, что нужно, она бы уже в этом году взяла, контролировала сухопутный коридор с Крымом. Возможно, это огромное поражение могло бы заставить Путина вывести свои войска из Украины. Иначе эта война может длиться несколько лет. Для меня также было показательным решение организаторов церемонии «Оскар», людей традиционно близких к демократической партии, отказать президенту Зеленскому в возможности обратиться к зрителям со всего мира, в том числе американским.
как и неожиданное решение вручить статуэтку фильму об Алексее Навальном. Понятно, что из Белого дома никто телеакадемикам не звонил и не рассказывал, кому именно давать «Оскар». Но, с другой стороны, наивно не видеть в этой награде политического подтекста. Тренд ясен. В головах американских элит мечты о том, что вместо плохого и враждебного им Путина во главе России появится хороший прозападный Навальный. Ну а Зеленский, претендующий на лавры Черчилля, и победа Украины в этот сценарий, похоже, не вписываются. Впрочем, жизнь сложнее любых голливудских сценариев. И уж точно она не подчиняется прогнозам, пусть даже очень известных авторитетных изданий. Приведу вам одну очень показательную цитату. Пентагон, Госдепартамент и другие американские ведомства рассматривают варианты эвакуации властей Украины, включая сценарий создания в Польше украинского правительства в изгнании. Оно могло бы руководить партизанскими операциями на территории Украины, сообщили официальные лица в США и Европе на условиях анонимности. Конец цитаты. Знаете, что это? Это все та же Вашингтон-Пост, которая сейчас сомневается в успехе украинского наступления. Это статья годичной давности, точнее от 6 марта 2022 года. 11-й день российского вторжения. Как видим, сценарий явно не сработал. Поэтому не все прогнозы анонимных источников сбываются. Историю сегодня пишут не они, а каждый из нас. Кто как может, приближает победу. Поэтому держим строй и не расслабляемся. Мой вопрос к вам. Какой, на ваш взгляд, должна быть стратегия США относительно России? И стоит ли Вашингтону уж так бояться Москвы? Напишите в комментариях под этим видео. Мне интересно ваше мнение. Друзья, это «Система». Спасибо, что вы с нами. До встречи и берегите себя.